Криптовалюта Dash. Dash Digital Cash – первая независимая платежная система на основе блокчейна. Подробности на dash.org. Всем привет! Вы на канале RuCrypto, с вами Лиза, и мы начинаем новый выпуск Dash новостей. Поехали! Недавно на сабреддитах Bitcoin и BTC появились дискуссии о растущей приватности криптовалют. Сообщество биткоина с трудом пришло к окончательному решению, но все же в итоге соглашение было достигнуто. Однако в последний момент сделка сорвалась, и монета разделилась на биткоин и биткоин кэш, что породило сильную вражду между этими двумя сообществами. Сейчас каждый из них в своем кругу обсуждает, каким образом лучше всего обеспечить конфиденциальность информации. Недавние обсуждения показывают, что споры вокруг приватности уже накаляются, ведь приватность – ключевой элемент для многих людей, вовлеченных в криптовалютное сообщество. Бессистемные обсуждения возникают из-за невозможности прийти к соглашению и внедрить решение, и в этом скорее частично виновато сообщество и то, как устроен бизнес, а не технические сложности. И биткоин кэш полагаются на волонтеров и финансирование со стороны, что очень ненадежно. Также там отсутствуют заинтересованные лица, которые взяли бы на себя прямую ответственность за организованное развитие идей и протоколов для улучшения блокчейна для всех пользователей. У проекта нет четких ориентиров, а потребности части пользователей остаются неудовлетворенными. А Dash в это время продолжает двигаться вперед. Dash задействовал свою структуру, чтобы усовершенствовать конфиденциальность. С помощью децентрализованного управления бюджетной системы Dash смог создать скоординированную команду разработчиков и сообщества. Такая система позволяет Dash Core Group получать оплату и достигать поставленных целей, не отказываясь от возможности для Dash-сообщества критиковать их работу и в случае необходимости предлагать лучшие решения. Такая децентрализованная и имеющая стимулы структура дала Dash возможность изначально создать лучшие приватные функции еще 4 года назад, а также постоянно поддерживать и улучшать уровень приватности для пользователей Dash. Это имело такой большой успех, что другие криптовалюты уже хотят копировать Dash. С функцией PrivatSend у пользователей Dash есть возможность достичь высокого уровня приватности. Эта опция доступна за чуть более высокую комиссию и требует чуть больше времени на подтверждение. PrivatSend дает пользователям статистически лучший уровень приватности, но все транзакции все еще видны в открытом блокчейне, что дает Dash надежный и достоверный контраргумент против правительства, которое критикует другие приватные монеты. В целом Dash продемонстрировал возможность обеспечить отличную приватность пользователям и эффективный механизм консенсуса благодаря своей структуре стимулов. Посольство Dash DACH убедило Conda принять Dash в качестве предпочитаемой валюты для их новой платформы, нацеленной на помощь стартапам и бизнесам, запускающим ICO. На данный момент Conda сама находится в стадии ICO. Conda токены можно приобрести с помощью Dash, как и сделал Клаус Хипфингер, один из основателей посольства Dash DACH. Conda уже получила разрешение на проведение операций в Европе, и сейчас ведутся переговоры, вследствие которых будет получено разрешение для США и Азии. Клаус в шутку сказал Dash Force News, что посольство Dash DACH пришло к ним и сказало, что мы лучшая криптовалюта, а Conda тщательно изучила наши доводы и пришла к выводу, что это правда. Клаус рассказал о естественном притяжении, благодаря которому Dash и Conda хорошо подходят друг другу. И Dash и Conda заинтересованы в том, чтобы сделать мир лучше путем его децентрализации. На этой почве и зародилось партнерство. Кроме того, к пресс-релизу Conda один из ее основателей, Дэниел Хорок, произнес несколько хороших слов об этом сотрудничестве. Dash – это единственная криптовалюта, которая заявляет о себе как о цифровых деньгах, и, следовательно, она идеальна для нашей цели – создать связь между старым финансовым миром и новым. Команда Dash Core выпустила обновление, касающееся предоставления услуг своего гарант-сервиса для бюджетных средств, очертив в нем новые факторы и запреты, которые должны минимизировать неэффективное использование бюджета. До этого момента Dash Core предлагал выделять средства на определенные бюджетные предложения, придерживая выплату средств до тех пор, пока не подтверждалось, что подрядчик сделал всю обещанную работу.
На форуме Dash глава отдела по развитию бизнеса Брэдли Застру описал новые руководящие принципы работы этого сервиса. Начиная с цикла голосования 3 июля 2018 года мы будем внедрять следующие изменения в работу по выделению бюджетных средств, которые предлагает и которыми руководит Dash Core Group. Первое. Первоначальная выплата на нулевом этапе будет ограничена 10% всего вашего бюджета или максимум $25 тысяч, в зависимости от того, какая сумма будет больше. Второе. Мы устанавливаем максимальную длительность финансирования для проектов как 3 месяца, а максимальную общую сумму запроса как $500 тысяч и максимальные гарантии фиатной валютной суммы как $100 тысяч в месяц. Третье. Запросы можно подавать только за 2 недели или более до окончания цикла голосования, в который подается запрос. Четвертое. Те, кто подает запрос на получение средств через счет гарант-сервиса, будут обязаны возместить расходы команды DashCore в сумме, равной $4 тысячам, чтобы покрыть юридические расходы. Пятое. Отсечение тех проектов, которые нам кажутся слишком рискованными. Эти ограничения смогут срезать многие запросы и тем самым дадут системе возможность расширяться более стабильно, поскольку появляется все больше и больше проектов, профинансированных Dash, требующих дополнительного контроля и лишних расходов. В конце мая было создано партнерство между Dash и сайтом поощрительных вознаграждений rewards.com, дающая пользователям возможность расплачиваться с помощью Dash за покупки, сделанные через этот сервис. Пользователи rewards.com могут получать сбережения и кэшбэк от нескольких тысяч продавцов и сервисов. И вот теперь с помощью Dash можно бронировать номера в отелях в сервисах hotels.com и booking.com. Hotels.com – сайт для бронирования номеров в онлайн-режиме и по телефону. Я только что забронировал номер на hotels.com и сохранил 5%, используя rewards.com. Самое прекрасное – это то, что 5% кэшбэка было выплачено в Dash. Вы можете делать покупки, экономить деньги и тратить Dash у более чем 7 тысяч продавцов. 2 больших лайка от меня лично, пишет Марк Мейсон, международный координатор пиар-деятельности Dash и главный автор Dash Force News. Booking.com – система интернет-бронирования отелей, основанная в Амстердаме в 1996 году. На Booking.com тоже выплачивают кэшбэк 3% Dash. Возможно, уже в ближайшем будущем криптовалютные расчеты станут обычным явлением. Как стало известно, Dash объявил об инвестировании в Valtoro. Организация Dash, децентрализованная автономная организация, приняла предложение компании Valtoro касательно внедрения торговой пары Dash со слитковым золотом. В общей сложности Valtoro получит от децентрализованной автономной организации, работающей на базе сообщества Dash, 276 Dash. Децентрализованная автономная организация Dash является одной из основных децентрализованных схем финансирования в своем роде, а также первой организацией, воспринимаемой международным законом. Команда Dash всегда ищет новые приложения с целью помочь Dash в демонстрации клиентам разнообразных повседневных приложений. Кстати, похоже, с Valtoro золоту, как и биткоину, будет где развернуться. Впрочем, процесс уже пошел. В настоящее время в сделках поучаствовали более 1,5 тонн золота с нынешней оценкой в $75 миллионов. Штаб-квартиры компании Valtoro находится в Берлине и Лондоне. Сейчас у стартапа 12 тысяч клиентов из 94 стран. Один из создателей Valtoro отметил, что сочетание мгновенных и приватных транзакций у Dash многого стоит, и компания очень ценит поддержку сообщества Dash. Valtoro планирует включить пару Dash золота в течение будущих 4 месяцев. The Free Thought Project, TFTP, был создан в октябре 2013 года и всего за несколько месяцев смог попасть в топ самых популярных проектов и веб-сайтов в мире. Проект является одним из крупнейших альтернативных средств массовой информации в мире, ориентированных на идею свободы. Мы даем возможность высказываться тем, кто такой возможности не имеет. Девиз проекта. Каждый месяц проект собирает десятки миллионов людей из разных уголков мира в соцсетях. Создатели проекта также с самого начала продвигали идею криптовалют.
Именно TFTP сообщил о самом первом случае продажи автомобилей в биткоинах в 2013 году. И вот теперь стало известно о текущем проекте Dash Central, который имеет невероятный потенциал для изменения медиапарадигмы путем децентрализованного контроля информации. Благодаря партнерству с Dash проект сможет напрямую конкурировать с основными СМИ, создавая нечто совершенно новое и инновационное. Сможет сосредоточиться больше на создании мощного контента и меньше на его продаже. Результатом такого сотрудничества станет средство массовой информации в стиле Wikileaks, не связанное ни с одной политической партией, целью которого будет распространение идей мира, свободы и криптовалюты Dash. Кроме того, подписчики проекта смогут совершать прямые покупки на сайте с помощью криптовалюты Dash. Все мемы, видео на YouTube, объявления на сайте, а также десятки тысяч ежедневных электронных писем будут содержать логотип или рекламу Dash. Таким образом, Dash будет пропагандироваться 24 часа в сутки на нескольких платформах. Как минимум раз в неделю проект будет выпускать статью, рекламирующую Dash. Не реже одного раза в месяц будет создаваться видео, в котором будет подробно рассказываться о том, как Dash способствует не только децентрализации денег, но и децентрализации информации. TFTP будет продолжать публиковать эксклюзивную и важную информацию, которую основные СМИ отказываются освещать, и брендом всего этого будет Dash. Благодаря этому партнерству Dash станет первой криптовалютой в мире, которая будет финансировать проект, контролирующий деятельность средств массовой информации, прокладывая путь для развития дальнейшей истории. The Free Thought Project хочет, чтобы люди знали, что криптовалюта – это нечто большее, чем цифровые деньги. Именно по этой причине выбор пал на Dash. Спасибо за просмотр, оставайтесь с нами и будьте в курсе всех последних Dash новостей. И не забывайте ставить лайки. Пока! Вы хотите узнать, что такое Dash? И вообще, что такое цифровая валюта? Dash – это новые электронные деньги, которые передаются через независимую платежную сеть, так же, как и биткоин. Но в отличие от него, Dash – это первая электронная валюта, работающая как наличные деньги. Теперь средства хранятся не в банках, а у вас самих, и вы всегда можете ими распоряжаться легко и безопасно. При этом приватность ваших финансов надежно защищена. Платежи Dash скрыты от посторонних людей и организаций, а управление вашими деньгами доступно только вам. Еще одно преимущество – это то, что все транзакции происходят моментально и гарантированно. Поэтому использовать Dash так же просто и надежно, как передавать наличные деньги из рук в руки. Благодаря этим особенностям Dash стал первой формой настоящей цифровой наличности, ведь он обеспечивает такие же приватность, скорость и безопасность. Комиссии за совершение операций незначительные или вовсе отсутствуют. Здесь нет банков, от которых все зависит, и которые берут со всех плату за обслуживание. Вместо этого теперь вся власть в ваших руках. Каждый может использовать Dash в любом месте, в любое время. Достаточно лишь установить бесплатную программу-кошелек. С помощью Dash можно оплачивать товары и услуги, пересылать деньги друзьям и многое другое, без запретов и ограничений. И это только начало. Dash – это цифровая наличность. Узнайте больше о том, как Dash меняет будущее денег на сайте www.dash.org.